Our music here is very spontaneous tonight. It's just all done on the spot. We have no idea what we're doing. We never played together before, and somehow or another it's working quite well. Because those guys are really good, and I just fake it, so it's working out quite well. Сегодня у нас музыка совершенно спонтанная, потому что, вот, например, со вторым музыкантом я даже не был знаком. Но кажется, у нас получается все хорошо, потому что они замечательные ребята, а мне удавалось как-то имитировать тоже более-менее. And I think that's good today because today's been a very difficult day for me. Я надеюсь, я думаю, это хорошо, что сегодня, по крайней мере, музыка у нас хорошая, потому что сегодня у меня был очень трудный день. I suppose it's just going to come out of my mouth and I can't control it. Well, one of my friends is about to die and the other just died last night. Я просто думаю, я не смогу удержаться, чтобы не сказать об этом. Один из моих друзей находится при смерти, а другой умер вот сегодня ночью. So it's very good to just throw oneself into music and just forget about everything and just go with the flow of the melody and hope for the best. Конечно, очень хорошо, наверное, полезно как-то погрузиться в музыку и вместе с ней так плыть по течению и погрузиться в надежду на лучшее. It makes one, I suppose, appreciate life or appreciate the moments that we have together. И я думаю, это помогает нам ценить жизнь больше, ценить те моменты, которые мы проводим вместе. Because you never know, anybody can die at any moment, and it's not in our control. Потому что мы никогда не знаем, любой человек может умереть в любой момент, и это не в нашей власти. Now I know this is something which religionists like to talk about a lot, the inevitability of death. Я, конечно, знаю, что эту тему очень любят вот религиозные люди обсуждать неизбежность смерти. But I don't want to talk about death as the problem. I want to talk about the life as the solution, in the sense that while we have it, we should use it. Но я не хочу говорить о смерти как о проблеме. Скорее, я хочу говорить о жизни как о решении этой проблемы. В том смысле, что пока у нас есть жизнь, лучше использовать ее как следует. How many people have been on their deathbed and lamented that they have not done what they wanted to do in their life? Как часто, сколько людей оказываются на смертном одре и начинают скорбеть о том, что они не успели сделать в своей жизни. One person I knew had said that he wants to die looking back on his life and thinking, I have done my best. Один из людей, которых я знал, он говорил так, что я хочу на смертном одре оглядываться на свою жизнь и чувствовать удовлетворение и уверенность в том, что я сделал все так хорошо, как мог. I know that there are many people that we associate with in our lives, and often we forget to tell them how we feel about them, we forget to tell them what we think about them, we forget to tell them what they mean to us. Я знаю, конечно, что у многих из нас часто есть люди, близкие нам, дорогие нам, и часто мы забываем сказать им то, что мы чувствуем, что мы думаем о них, что мы чувствуем по отношению к ним. But when they're no longer with us, we don't have the opportunity. И так бывает часто, и когда они уже больше не с нами, у нас больше нет возможности сказать им это. So it's much more advantageous in human relationships to speak one's feelings or to tell people you appreciate them or to actually appreciate them if you don't. Поэтому я думаю, что нам очень стоит в жизни рассказывать людям, что мы чувствуем по отношению к ним, как мы их ценим, и даже если мы их не ценим, начать их ценить. I see this also in terms of creativity. Я также понимаю это в отношении к творчеству. Sometimes I spend my life just doing little things, fixing this and arranging that and cleaning this and working with little things in life. Иногда моя жизнь тратится просто на то, чтобы справляться с какими-то мелкими проблемами, там, очищать, там, наводить порядок, там, делать еще что-то. It's also a very good way to stay sane. Это также хороший способ оставаться в здравом уме. Like I get up every morning and I clean the kitchen because it keeps me sane. Например, каждое утро я просыпаюсь и первое, что делаю, навожу порядок на кухне, все мою, убираю. Это позволяет мне оставаться в здравом уме. I have contact with real things instead of being in this dream world of everything ethereal. Я делаю это тем, что сохраняю контакт с реальным миром, объектным миром, вместо того, чтобы полностью погружаться куда-то в мечты. So when having contact with these real things,
you feel more in contact with the present. Когда мы сохраняем контакт с объектной реальностью, это позволяет нам лучше присутствовать в настоящем моменте. So the idea of living one's life in a practical way is also good, but there are times when you get bogged down in practicality. Поэтому идея в том, чтобы жизнь была практично очень хорошая, но бывают такие времена, когда мы просто вынуждены погружаться в какие-то решения практических проблем. And you forget about creativity. И тогда мы полностью забываем о творческой стороне жизни. That's why at times like this is when I want to play some music because I feel creative, or I want to do something new with media or some art or something which is creative. И такое бывает, когда, например, у меня просыпается резко острое желание заняться музыкой, сделать что-то творческое. Now this creativity is something which gives us contact with ourselves, and we are allowed to share it with others in a safe and very secure way. Творчество – это то, что позволяет нам поддерживать контакт с самим собой и проявлять это, делиться этим с другими таким очень подходящим образом. I've seen that when I have made my own birthday card for my mother or father, and I write something nice in it, as nice as I can, they appreciate it so much more than when I just go buy a card and say, yeah, me. Я помню, например, когда я сам брал и рисовал открытку поздравительную с днем рождения своей маме или папе, может, у меня не очень получалось, но зато это было именно мое личное проявление, им было это гораздо приятнее. Because I'm actually expressing how I feel. I'm actually expressing my appreciation. I'm actually expressing my realization about them. Потому что в ней я действительно выражаю то, что я чувствую, выражаю то, насколько они дороги мне, насколько я их ценю. Poetry is a medium which anybody can do. К примеру, стихи – это тоже такой способ выражения, который на самом деле доступен всем. Okay, maybe not everybody's an artist. Maybe not everybody's a musician. Maybe not everybody has some other kind of creative skill, but everybody can write something. К примеру, может быть, не все так уж способны рисовать или играть музыку, но каждый может что-то написать. These cameras are kind of driving me crazy. Пожалуйста, во время лекции не фотографируйте, а то у меня снимаю. So if one can take some time and just express to oneself, to others, how oneself feels about them through poetry, or to express how you feel about nature with poetry, it's a wonderful manifestation of one's creativity. Если человек просто берет и использует какое-то время для того, чтобы выразить себя, написать что-то, написать то, что он чувствует по отношению к другим людям, выразить свои отношения к природе. I saw a documentary on a science channel about brain becoming stale. Это становится очень чудесным способом самовыражения. К примеру, на научном канале я однажды видел фильм документальный о том, как мозг входит в состояние застоя. When you do the same thing all the time, you burn into your brain physically particular patterns which are almost impossible to break. Если вы постоянно по жизни делаете все одно и то же, то вы буквально физически как бы вжигаете, впечатываете в свой мозг такие паттерны, которые будут заставлять вас делать это и дальше. Therefore, it's very good to do totally different things sometimes. Поэтому очень важно иногда делать нечто совершенно новое, совершенно иное. Meet different people, do different things, break your patterns, and free the brain. Встречать совершенно других людей, новых людей, ломать эти стереотипы мозга. Interestingly enough, the absolute greatest activity in the whole world for freeing your brain is ping pong. Что интересно, считается самая замечательная деятельность для того, чтобы высвобождать свой мозг, это настольный теннис. Because this ball is always in a different place, it's always something different, it's always something new. So when you play ping pong, and a guy with an incredible ping pong serve just walked in the room. So when you play ping pong, you're constantly breaking all the patterns of your brain. И когда вы играете в пинг-понг, мячик, он постоянно оказывается в новом месте, вам постоянно приходится развивать какие-то новые ощущения, новые способы мышления. И вот человек, который здорово играет в настольный теннис, только что вошел и присоединился.
Yes, it's Kamalali. So the idea being that when you do different things, when you see differently, when you look differently, when you perceive differently, it opens up the brain, which is so much bigger than we have experienced in our normal life. Идея в том, что когда у нас есть разнообразие в том, как мы мыслим, как мы воспринимаем мир, в том, что мы делаем, наш мозг развивается гораздо шире, и наше восприятие расширяется. Trauma does that too. When you have a trauma, when something very traumatic happens to you, it shatters the stability of the body. It shatters the stability of the brain patterns, and you're having forced to deal with things which are new and different. То же самое происходит, когда у нас бывают какие-то травмы или тяжелые испытания, заболевания, потому что это настолько обостряет наше восприятие, это выбивает нас из привычной колеи. Мы вынуждены думать, воспринимать все по-новому. So I suppose what I'm talking about is to avoid taking life for granted. И попозже, о чем я пытаюсь сказать, это о том, чтобы избегать принимать жизнь как само собой разумеющееся. To avoid getting stuck in routines. Избегать того, чтобы вот этого застревания в рутине. To avoid taking shelter in the familiar. Избегать находить успокоение и принимать прибежище в том, что уже нам хорошо знакомо, привычно. Live life creatively. Стараться жить более творчески. Create new moments, create new experiences. Создавать для себя новые моменты, новый опыт, новые переживания. I know a lot of us are into very esoteric, kind of alternative ways of evolution. Я знаю, что многие из присутствующих очень интересуются эзотерическими способами развития восприятия. But sometimes I've seen these ways fall into patterns. Но иногда я видел, что даже в таком подходе люди попадают в зависимость стереотипов. There is this way of seeing things, and that way of doing things, and this way of looking at things. И они попадают, опять же, в какие-то рамки восприятия, делания чего-то, развития даже. And there's always some philosophy behind it, and some connection to somewhere else, and some evolutionary stage you're going to attain. И, как правило, за этим это всегда подкрепляется какими-то связями, какими-то авторитетами, какими-то определенными целями, которые стоит достигать. All of this is good. Все это хорошо. But too much of the same good all the time, you get stabbed. Но если даже у человека много хорошего, одного и того же постоянно, он все равно застревает. Too much of the same steps you take all the time. It makes you, in a sense, spiritually dull. Человек слишком много тех же шагов делает постоянно, он как бы духовно тупеет. When constantly the same thing is going on, maybe in different names, the taste for life gets lost. Когда постоянно происходит одно и то же, даже если это хорошее, этот вкус к духовной жизни пропадает. Therefore, it's very interesting when people in their spiritual practice break out of their evolutionary boundaries and try to do something quite different sometimes. Поэтому на самом деле интересно, когда людям в разных духовных практиках удается выходить за рамки даже, так сказать, развития и делать что-то новое. And actually, if you are in contact with your body, if you're in contact with the world around you, this is happening automatically. На самом деле, если вы в достаточном контакте с собой, со своим телом, с миром вокруг, это происходит само собой. But if you find that it's not, then just try to push the limits of your experience. Try to push the limits of your actions. Но если вы обнаружите, что это не так, то просто постарайтесь сознательно раздвигать границы своего опыта, своего восприятия. Dare to live. Как бы позвольте себе быть смелым по жизни, иметь достаточно смелости, чтобы жить по-настоящему. And you know, I'm also a victim of falling into the same patterns again and again. Знаете, на самом деле я сам тоже являюсь жертвой того, что постоянно попадаю в рамки тех же самых стереотипов. I even see that when I'm playing on a guitar, because guitars are very easy to see this. Я это наблюдаю даже в том, как играю на гитаре. В гитаре это легко заметить. Guitars are like mathematical road maps. They have all these like geometric patterns on them. Гитара это вообще, она очень похожа на такую математически рассчитанную карту. Там есть четкие геометрические паттерны. Now keyboards have the same thing, or obviously all instruments have the same thing, but guitar you can see it very clearly. There's six
levels with all these divisions on them, and you can make boxes and patterns, and you can make multiple patterns and shift patterns and patterns on patterns. You can see